Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! У нас очередной инструмент от фирмы Лайова. То есть это 4-й инструмент, который прислал мне продавец для обзора. Вот, открываем и смотрим. У нас все переложено вспененным полиэтиленом, как всегда, как обычно. Все классно упаковано. Встречает нас, опять же, друзья, общая инструкция, которую я, в принципе, не люблю, так как здесь по данному инструменту особо ничего и не сказано. Общая инструкция, она на то и общая, чтобы общие какие-то моменты. Итак, приехал к нам, друзья, гайковерт. И аккумулятор приехал к нам не с этим инструментом, а приехал с шуруповертом. Но я его сюда тоже впихнул, дабы все это дело показать и продемонстрировать. Так, все кладем сюда. И давайте начнем со взвешивания, друзья. Всем буквально интересно, сколько весит данный инструмент. Итак, ставим. И получаем 1662 грамма. Теперь взвешиваем с аккумулятором. Аккумулятор, друзья, на 3 ампер-часа. Все это дело а-ля Makita. И получаем 2224 грамма. То есть довольно увесистая игрушка с 3-амперным аккумулятором. Если сюда 6 ампер или 9, будет еще, друзья, больше. Ну, в смысле, больше весить. Вот. Ну, форм-фактор, как в принципе и любого инструмента, который я уже ранее показывал и делал обзоры. То есть, будь то Лайова, будь то Людивий, будь то Хаймер. На аккумуляторе у нас имеется вот такой вот индикатор заряда, друзья. Ну и, соответственно, есть у нас по 2 передачи на заворот и на отворот. Итак, первая. Переключаются они вот кнопочкой красной. И вторая. Выше скорость. То же самое на отворот у нас есть. И есть, друзья, с автостопом. Вот, как только гайка пошла легко крутиться, у нас гайковерт сам останавливается. Для того, чтобы мы этой гайкой либо болтом не получили себе в лоб, либо не разбили какую-нибудь там рядом стоящую машину или что-то еще. Так, ну, это мы покрутили, посмотрели, думаю, друзья, все всем понятно. Значит, смотрим, что касаемо пластика. Пластик, в принципе, отличный, как и всегда, инструментальный. Очень классная прорезинка вот этих вот ручек. Отличные резиновые вставки. И что тут еще можно рассказать? Значит, имеется у нас, видите, как заряд держится, фонарик, подсветка. И есть резиновое основание для того, чтобы мы, там, не дай бог его, если он упадет, не разбился. То есть такая хорошая довольно резинка. Ну и вот такие вот заявления описаны производителем. То есть скорость холостого хода от 0 до 5100 оборотов в минуту. Вот максимальное усилие 600 ньютон на метр и какое-то там шоковое, импульсное, не знаю что, от 0 до 5000. Вот, что хочу сейчас я, друзья, сделать. Хочу я разобрать и показать вам начинку. Вот, перед этим хочу вам сказать, что я его уже протестировал. Протестировал довольно, я так думаю, мое мнение такое, что это самый справедливый тест. То есть я взял рычаг, повесил груз и добился почти 600 ньютон. Сразу вам скажу, что он все это дело открутил. Правда, со второй попытки, но открутил. Что было, в принципе, удивительно. Я думал, честно говоря, что он не справится. Вот, там составляло примерно 600 ньютон. Вся эта нагрузка. Ну, вы далее посмотрите. Сейчас же мы с вами его разберем и посмотрим его начиночку. Поехали. Я разберу, поставлю на паузу, а потом включусь. Итак, ребята, все раскрутил, разобрал. Вот такая вот кучка винтиков, болтиков. Итак, снимаем редуктор. Друзья, не во всех вот таких вот ударных вещах так просто можно снять редуктор. В каком-то гайковерте, наверное, Людивий, редуктор невозможно снять таким образом, пока не располовинишь корпус. Кто-то там спрашивал меня. Вот, я и отвечаю. Вот, он уже поработал, то есть тест я его сделал, записал. И вот так все это дело у нас, соответственно, выглядит. Не хочу доставать, честно говоря, руки мазать. Ну, вот такой молоточек, и там есть шайба. Все ходит мягко, гладко, но смазочки тут, друзья, маловато. Вот, я бы немножко сюда, наверное, добавил.
Хотя, наверное, китайцам видней. Вот наш весь редуктор, друзья. Давайте этот молоток забросим. Вот такая серьезная вещица. Так, это мы туда забросили. И давайте половинить корпус. Аккуратненько, не спеша. Хлопа, и готово. Вот. Собрано достаточно добротно. Мы видим такой тоже немаленький, довольно бесщеточный движок. Все, видите, установлено у нас на подшипничках. А покрутить как? А никак. Никак я его не покручу, ну да ладно. Вот поэтому специально разобрал, чтобы вы посмотрели, как все это у нас дело устроено. Плата, как обычно и всегда, залита компаундом каким-то, не то эпоксидкой, не то чем-то помягче. Вот, сборка, я бы сказал, в принципе нормальная. Пайка, соответственно, ручная, тоже довольно неплохая. Пайка блестит, что значит припаяна качественно. Так, что нам еще посмотреть? Ну, площадка, как и в любом инструменте, вот это вот для аккумулятора. Есть кнопочка, которая регулирует скорости, ну и, соответственно, с переключателем оборотов. И вот установлен наш светодиодик в качестве фонарика. И, в принципе, все. Вот, по корпусу я уже говорил, что корпус, в принципе, хорошего качества. Пластик такой инструментальный. Видите, опять вся эта вот прорезиненность у нас пропечатана такими сквозными как бы заклепками, или как это назвать. Ну, то есть собрано добротно, аккуратно и без всякого якого. Так, друзья, сейчас я все это дело собираю в кучу, проверяем с вами, работает или не работает после разборки, и будете смотреть мой тест. Опять же, как я думаю, самый справедливый тест в мире. Вот, ладно, сейчас я выключаюсь, собираю и проверим после сборки, работает ли наш гайковерт. Так, ребята, собрал я наш пистолет, и давайте проверять, работает он или нет. Просто до конца аккумулятор не посадил. Все, как вы видите, работает. Можно также управлять и курком, скоростью. Очень много ступеней, скоростей. Давайте на закручивание попробуем. Отличная штуковина. Ребята, я этим гайковертом полностью доволен и удивлен. Он свою характеристику полностью отработал. Вот. Хотя и с другим, друзья, аккумулятором. Но я думаю, что если бы я покрутил на этом аккумуляторе подольше, то тоже бы это все дело сорвало. В принципе, я там это же и говорю. Все, ребята, а сейчас переходим к самому вкусному, интересному. Извините, что я снимал все это дело в гараже. То есть под светодиодным освещением. Возможно, будет мерцание. Но я вроде посмотрел, мерцания как такового нет. Там у меня бардак, рабочая обстановка, поэтому сразу вас предупреждаю, чтобы были готовы. Все, ребята, идем смотреть тестирование. Короче, народ, соорудил я вот такую вот хренотень для теста нашего гайковерта. Итак, как вы видите, длина нашего рычага составляет 2 метра 44 сантиметра. То есть от центра нашей головки и до начала груза. Вот, вес у нас идет 21,1 килограмм. То есть сейчас я вам покажу это на весах. Вот, и если мы посчитаем 2,44 умножим на 21,1, получаем 51, примерно там 400 с копейками, ну 51,5 килограмм, что составляет 515 ньютон на метр. Это, друзья, без учета веса самой нашей этой палки, либо трубы, либо рычага. То есть, если взять еще в расчет вес рычага,
получится порядка 550 или полностью 600 этих вот заявленных ньютон. Сейчас я вам продемонстрирую поближе, как у меня погнуло мой кронштейн. Так, извините за мой бардак, за мой внешний вид. Все это дело, так сказать, рабочая ситуация. Итак, вот наш груз висит. Вот эта вот ступица весит 21,1 килограмм. Вот мои расчеты, подсчеты. Так, как мне тут с этим штативом? И смотрите, друзья, так, как согнула мою железяку. 8-миллиметровая железяка приварена вот к автомобильной шпильке. Завтулено все, шпилька не проворачивается, шпилька сидит на шлицах просто шикарно. Специально вытащил эту втулку, все приварил, заварил. Вот поэтому вопросов быть не может. Сейчас при вас все это дело разбираем, снимаем и, друзья, пробуем открутить. Все, как говорится, в реальном времени. Конечно, наш груз должен быть перпендикулярен нашему рычагу. Но, друзья, у меня так не получилось. Получилось, как получилось. Я считаю, что здесь практически почти перпендикуляр. Итак, снимаем наш груз. Ух ты! Ух ты! Снимаем наш рычаг. Снимаем нашу головку. Берем, друзья, штатив. Все, чтобы было без вырезки, без нарезки. Так. Ну, вот как-то так. Берем нашу головку, друзья, вернее, переходник. Да, еще нужно дать учет, что я буду крутить все это дело вот такой вот головкой на 3/4 дюйма, соответственно, с переходником. Так как у нас с вами гайковерт на 1/2 дюйма всего лишь. И если все это дело у нас открутит, я думаю, что не открутит, так как вот эти все переходники, вы сами понимаете, очень снижают силу удара. Да, друзья, и будем с вами это все дело испытывать на оригинальном аккумуляторе, который мне пришел с этим инструментом. Но аккумулятор у нас заряжен порядка 80%. Я им немножко покрутил. Вот, поэтому, если не возьмет на этом аккумуляторе, попробуем долбануть полностью заряженной шестеркой. И заодно посмотрим, как влияет аккумулятор на работу. Ну что, погнали. Ух. Все попадало, вибрация страшнейшая. Как я и думал, ребята, у нас ничего не получилось. Ну, во-первых, очень смягчает удар наш переходник. Попробуем теперь вот на этом, на шестерочке. Как у нас он себя проявит. А никак не проявляет. Поэтому что 3, что 4, что 6 ампер, все у нас одинаково. Давайте еще раз. Да, порядка 600 ньютон, это не хухры-мухры. Давайте сейчас проверим Хаммердингер, что он нам покажет. Битый, перебитый временем, обалденный тоже агрегат. Ну и посмотрим, возьмет ли он. Ты смотри, Хаммеру это удалось. Да. Хаммеру это удалось, но возможно, что мы долбили 2 раза на разных аккумуляторах, то есть чуть-чуть где-то незаметно глазу нам подсказало это все. Ну, Хаммер, друзья, заявлен, ну он заявлен 550-650 ньютон, то есть немножко больше.
Как вы сами видели, все у нас взяло. Так, давайте еще разок для надежности мы зажмем этим рычагом. И еще раз попробуем. Потому что мне самому очень интересно. Пока я поставлю на паузу, повешаю грузик и дальше мы продолжим. Итак, ребята, попытка номер 2. Если вы заметите, то еще у нас немножко идет опускание нашего рычага. Все тоже, все те же, все в той же студии. Я подожду немножко, чтобы не опускался больше рычаг. Вроде бы встал на месте. Да, судя по уголку окошка, он почти на месте. Может быть, чуть-чуть еще опускается. Ну, давайте снимать и смотреть. Опа. Так, берем оригинальный аккумулятор, готовим нашу чудо-машинку и смотрим, что да как. Сейчас будем держать до потери пульса. Все в реальном времени, без вырезок. Это будет падать. Ну что, ребята, поехали. Не хотит. Значит, сейчас меняем аккумулятор. Все-таки мне кажется, что дело в аккумуляторе. И попробуем еще раз. 3 раза будем долбать. Ура! Так что можно считать, что заявление продавца либо производителя себя оправдало. Вот такие, ребята, дела. Супер аппарат. Так что смело можно покупать. Ну, соответственно, с немножко большим аккумулятором. Я, кстати, думаю, что если бы я немножко больше подержал на этом аккумуляторе, то тоже все дело у нас бы пошло и открутилось. Вот. Так что, ребята, выбор за вами. А у нас все получилось. Отличная вещь. Ужасно горячая голова. Ужасно горячая голова. Ну вот, покажу вам, что у нас идет шпилька грузовая. Кто знает, тот узнает. Я вытащил втулку. Втулку на минусе, чтобы там, вы сами знаете, есть шлицы. Вот эти шлицы сели во втулку. И вот смотрите, как у нас согнуло нашим этим грузом все это дело. Вот я с 2 сторон приварил, боялся, что отломит, но выдержала шарманка. Шпилька новая, гайка новая. Конечно, если эту гайку, ребята, закрутить, допустим, как с грузовым колесом, допустим, на тех же 600 ньютон, и оставить там, проехать какой-нибудь рейс на неделю, чтобы все дело подржавело, подкорело, с большой долей вероятности, я думаю, что ни этот и не тот бы гайковерт это все дело не открутил. А так, вы сами видите, что все у нас сработало. Вот такой вот гайковерчик. Кстати, стоит дешевле, по-моему, чем Хаймер. Можно смело покупать. И я думаю, что все-таки здесь начинка вся одинаковая. Что Лайова, что этот Хаймер, что Людиви у меня был. Все оно одинаковое. Вот, но вы сами видели, все в реальном времени. Все, ребята, всем здоровья, удачи. До новых встреч, до новых видео. Пока. Ты заходи, если что.